Очень часто мужчины задают вопрос, как в норме, до какого возраста нормально и естественно проявлять половую активность, и от чего, соответственно, оно зависит. Чем можно повысить ее, чем наоборот нарушить. Кстати, на эту тему у меня в школе здоровья есть вебинар. Вы можете по ссылочке под видео пройти на этот вебинар и посмотреть. Там я рассказываю все еще более подробно. На самом деле все гораздо проще, чем люди думают. Почему? Объясняют. Есть мужчины, есть женщины. Задача женщины родить ребенка. Да? Рожает она ребенка, естественно, от мужчины. Вот. Но для того, чтобы ребенок родился нормальным, полноценным, женщина должна его выносить. Вот, поэтому естественно, что с возрастом организм женщины становится не способен нормально, полноценно выносить ребенка. Поэтому у женщин существует ограничение периода детородности, то есть ограничение периода, когда она может рожать. Поэтому и существует вот этот самый климактерический период, когда женщина перестает, у женщины в яичнике перестают вырабатывать яйцеклетки. Все, то есть она доходит до какого-то уровня, и все, дальше уже нельзя, женщина не может забеременеть. А у мужчин вот этого возраста как такового нет. Почему? Потому что задача мужчины, половых желез мужчины, выработать сперматозоиды, которые уже могут оплодотворять яйцеклетки. Вырабатываются сперматозоиды в яичках у мужчин. Яички вынесены наружу. Поэтому я уже говорил, что нарушить функцию яичников гораздо проще и гораздо легче, чем нарушить функцию яичек, потому что яички вынесены наружу. Им проще нарушить, то есть сложнее нарушить их работу. Вот, поэтому у мужчин и работа яичек, яички работают гораздо дольше, чем яичники у женщин. Это первый фактор. Второй фактор, от чего это все зависит. Это все зависит от того, сколько у мужчины мужской энергии. То есть мы говорили, что и у мужчин, и у женщин есть энергия инь женская и энергия ян мужская. Но естественно, что у женщины должна доминировать женская энергия, а у мужчины должна доминировать мужская энергия. Но хитрость в том, что у нас практически все в нашем теле завязано на соприкосновение и на взаимную работу вот этих двух энергий, инь и ян. И очень многие заболевания возникают как раз при вот этом энергетическом дисбалансе. И поэтому естественно, что если у мужчины по какой-то причине начинает доминировать иньская энергия, вот, а бывает это только тогда, когда нарушена выработка янской энергии, то тогда у него естественно будут возникать проблемы и с сексом, и с половыми функциями. То есть, в частности, не будут дозревать сперматозоиды, будет недостаточная выработка сперматозоидов и так далее, и так далее, и так далее. Активируется энергия ян с помощью напряжения мышц спины. Если вы ляжете на живот и прогнетесь назад, руки, ноги и голову приподнимете и задержитесь в этом положении 20-30 секунд, напрягая спину, то таким образом вы янскую энергию будете активировать. Вот самый простой способ активации вот этой мужской янской энергии. Но надо не забывать, что у мужчин, в отличие от женщин, функция не только в том, чтобы выбросить свою сперму в женщину, да? Функция еще в том, чтобы это происходит только тогда, когда осуществляется эрекция полового члена. И вот здесь вот чаще всего проблемы у мужчин возникают не в том, что у них недостаточно сперматозоидов, а в том, что у них понижается эрекция. А вот эрекция зависит не от возраста и не от того, сколько сперматозоидов у вас выработано. Эрекция зависит от совершенно других моментов, о которых, к сожалению, даже врачи-сексопатологи не знают, потому что их этому не учат. Вот. А причина очень простая. Что такое эрекция? Эрекция – это набухание специальных так называемых кавернозных тел. То есть в половом члене есть кавернозные тела. Это
емкости, в которые должна входить венозная кровь. Вот когда кавернозное тело наполняется венозной кровью, получается эрекция, половой член увеличивается. Да? Вот. И после того, как вот он увеличился, должно произойти сжатие сфинктеров этих кавернозных тел, чтобы венозная кровь, которая туда попала, чтобы она не выходила оттуда. И венозная кровь там держится, и тогда эрекция, соответственно, сохраняется. И тогда в таком состоянии с полноценной нормальной эрекцией мужчина уже может совершить половой акт и совершить эякуляцию, то есть выброс семени, выброс сперматозоидов. Вот как это все в норме происходит. Вот. От чего зависит полноценность эрекции? Банально просто от напряжения мышц промежности. Вот как мы говорили, что проблема с простатой возникает при избыточном напряжении мышц промежности, точно так же мужчины часто начинают ходить, бегать в туалет ночью из-за того, что перенапряжена промежность, напряжены мышцы промежности. И точно так же нарушение эрекции возникает тоже при напряжении мышц промежности. Почему? Элементарно просто, потому что вот сфинктер этих самых кавернозных тел находится как раз в промежности. И когда мышцы промежности напрягают, они как бы растягивают и, условно говоря, расслабляют вот эти сфинктеры кавернозных тел. И, соответственно, кровь вроде как бы наполнилось кавернозное тело кровью, поскольку сфинктер-то не держит, он слабенький, она тут же и уходит. То есть эрекция произошла и тут же ослабла. Да? То есть там минуту, полторы-две и все, и эрекция пропадает куда-то. Вот самая частая проблема, которая возникает у мужчин в возрасте. Но она зависит не от возраста, а от того, что никто ему не рассказывал, что нужно расслаблять мышцы своей промежности. Вот. И если мужчина начинает делать статические растяжки, там поперечный шпагат с переносом веса тела на живот, то он банально за 2-3 недели эту проблему у себя решает. И перестает ночью вставать в туалет, и эрекция у него нормальная и полноценная. Вот как просто все решается. Поэтому у мужчин основная проблема не в том, что им там сколько-то лет, и поэтому они не могут нормально провести половой акт, а проблема в том, что они накопили напряжение своих мышц, и никто им не рассказал, что именно вот эти половые проблемы, они связаны именно с этими напряжениями. Вот, дорогие друзья, как вы сами легко в любом возрасте можете стать отцом, даже если вам уже за 100. Препараты Виагры принимать смысла нету по одной простой причине. Очень большая интоксикация и очень хорошо они повышают давление. И чисто статистические данные говорят о том, что после приема Виагры в достаточно большой процент мужчин просто умирает от инсульта, от геморрагического инсульта, потому что эти препараты, они созданы таким образом, что они воздействуют именно на кровеносное русло. Они не убирают причину, они просто создают повышенное давление. Вот. И очень много смертей после приема препаратов Виагры. Вот. Поэтому гораздо правильнее, гораздо лучше не убивать себя, а убрать причину и стать полноценным нормальным мужчиной, убрав причину проблемы. Вот и все. И, друзья мои, если вы хотите быть здоровым в любом возрасте, пожалуйста, переходите по ссылке в описании к этому ролику. Этот ролик специально для мужчин. Я как раз в нем хочу рассказать про мужское здоровье. Какие у мужчин бывают мужские проблемы и, соответственно, как от них избавляться. Кстати, если вы хотите комплексно разобраться в вопросах здоровья, записывайтесь на мой бесплатный вебинар. Ссылка в описании под этим видео. Первую проблему давайте возьмем, которая возникает уже прямо в молодом возрасте. Это всевозможные проблемы с простатой. Это могут быть аденомы простаты, а начинается чаще всего с простатитов, с воспалительных изменений простаты. То есть воспаляется простата, а потом в течение какого-то времени могут возникнуть и аденомы, опухоли доброкачественной простаты. Причиной и того, и другого является напряжение мышц промежности. Почему? Потому что нарушается приток крови к простате, соответственно, снижается иммунитет, возникает отек, возникают всевозможные воспалительные проблемы. Вот, убирается все это элементарно просто. Нужно расслабить
мышцы промежности. Вот. То есть буквально за пару недель вы свой простатит вылечите и больше никогда болеть им не будете. Если раз 10 в день сделаете упражнение на расслабление мышц простаты. Что это за упражнение? Ну, у меня оно называется поперечный шпагат. То есть вы подходите к столу, животом ложитесь на стол, так, чтобы пупок был на краю стола, вот, и лежа животом на столе, ножки на полу как можно шире в разные стороны. И 2 минутки в таком положении полежать на животе, разводя ноги как можно шире. Растягиваются мышцы промежности, расслабляются за 2 минуты. Вот. И если вы раз 10 в день будете делать эту растяжку, то я говорю, за 2 недели вы эту проблему решаете элементарно, просто без лекарств, врачей, обследования и так далее. Никуда не ходя, ни за что не платя. Вот. То есть все достаточно просто. Еще к этой же проблеме относится такая вещь, как ночные походы в туалет. Часто, но обычно это уже ближе к возрасту бывает, но бывает и в молодом возрасте, что мужчина начинает по несколько раз за ночь вставать, ходить пописать. Эта проблема та же самая, связана с напряжением мышц промежности. Почему? Потому что сфинктер мочевого пузыря находится в области промежности. И когда эти мышцы напрягаются, вот, они растягивают сфинктер мочевого пузыря, вот, и мужчине хочется походить, пописать уже даже ночью, когда вроде бы мы не должны вставать. Вот, то есть наполняется, и уже удержать мочу сложно, он не может это сделать, ему нужно быстрее бежать в туалет. Вот каким образом за 2 недели, говорю, проблема решается. Вы ее легко решите, как нечего делать. Без походов по врачам, урологам и так далее, которые будут пичкать вас таблетками и убивать ваше тело. Это первая проблема, которая достаточно часто встречается у мужчин и даже в молодом возрасте. Имеет к этому отношение, которое тоже связано с напряжением мышц промежности, проблема с эрекцией. Эта проблема какая? Она тоже может возникать и в молодом, и в более пожилом возрасте. То есть она не имеет отношения к возрасту, она имеет отношение к напряжению мышц промежности. Это проблема, когда человек там собрался проводить половой акт, мужчина, там эрекция у него все нормально, кровь наполнилась, и там 2-3 минутки и опало все. Да, и эрекция ослабилась или вообще пропала. Вот такая проблема тоже связана с напряжением мышц промежности. Потому что сфинктеры кавернозных тел, которые в половом члене находятся, которые должны наполниться венозной кровью, они наполняются, как и положено, все. Да? Гормональный фон нормальный, то есть наполнение хорошее идет, все. А потом эти сфинктеры должны сжаться. Вот они сжимаются, но они тоже находятся в промежности. И вот это напряжение мышц промежности не только уретральный сфинктер растягивает, но и вот эти сфинктеры кавернозных тел тоже расслабляются, и кровь из кавернозных тел выходит, и эрекция, естественно, ослабляется. Несмотря на то, что как бы гормональный фон нормальный. Поэтому это тоже в основном проблема более молодого возраста, когда вот такое нарушение эрекции. Что нужно сделать? Правильно. То же самое поперечный шпагат. Пару недель, и все у вас в порядке. Вот эта проблема тоже решается несложно. И еще одна проблема тоже с эрекцией, которая больше связана все-таки с возрастом. Почему? Потому что с возрастом, естественно, у нас снижается энергетика. И мужская энергия у мужчин снижается, и женская у женщин. Вот. А поскольку все гормоны, все наши железы внутренней секреции, особенно которые производят мужские гормоны, наши яички, да, они завязаны на работу нашей вот этой самой энергии мужской. Чем больше мужской энергии, тем лучше работают яички, тем больше гормонов мужских они продуцируют, и тем лучше, соответственно, у нас эрекция. Так вот, послабление эрекции именно в возрасте бывает связано именно со снижением энергетики. В этом случае ситуация будет немножко другая. Не то, что там эрекция возникла, а потом там через несколько минут опала. Нет, там будет по-другому. Для того, чтобы эрекция возникла, вам нужно гораздо больше времени, она более слабая, более вялая. Там нужно больше каких-то стимулов для того, чтобы она вообще возникла. Да? Это вот как раз и есть нарушение эрекции, которое связано с недостатком мужской энергии, с недостатком производства мужских половых гормонов, нашими железами, нашими яичками. Вот для того, чтобы эту проблему решить, нужно активировать мужскую энергию. Тогда, соответственно, активируя мужскую энергию, вы будете активировать работу своих половых желез, яичек, и, соответственно, будете увеличивать количество мужских половых гормонов,
И эти проблемы с эрекцией у вас тоже будут уходить. Вот как просто все это делается. Как активировать мужскую энергию, вы можете посмотреть у меня в ролике, где я рассказываю про активацию энергии. Я рассказываю про мужскую энергию, про женскую, как их активировать. Вот, дорогие мужчины, что вам нужно сделать, чтобы быть здоровыми в любом возрасте. Всего вам доброго, пока-пока. Напоминаю, что ваши лайки – моя самая большая награда. Не жадничайте, ставьте их, пожалуйста. А также подписывайтесь на канал. Я здесь несколько раз в неделю рассказываю о методах самостоятельного восстановления здоровья. Сегодня хочу объяснить вам такой вопрос, как мужская потенция, от чего она берется, чем поддерживается, да, и как, соответственно, сделать так, чтобы она была нормальной, полноценной и доставляла удовольствие всем, и мужчинам, и женщинам. Вот. Что такое потенция? Потенция – это эрекция полового члена. Да? Вот, каким образом это все осуществляется? У нас есть так называемые кавернозные тела в половом члене, которые должны при эрекции заполняться венозной кровью. После того, как они наполняются венозной кровью, происходит сжатие сфинктеров, которые задерживают эту венозную кровь в них. Вот, и таким образом сохраняется эрекция полового члена. Вот как оно все устроено. От чего зависит кровенаполнение? Кровенаполнение этих кавернозных тел зависит от двух факторов. Первый фактор, конечно, это регулируется все мужскими половыми гормонами, поэтому естественно, что от работы яичек здесь зависит очень много, от того, насколько много гормонов яички вырабатывают. Это первый момент. И второй момент эрекции зависит от возбуждение мужчины. То есть, если мужчине нравится женщина, значит, соответственно, опять-таки через гормональный фон выбрасываются еще вторые дополнительные гормоны. Вот, и это тоже усиливает эрекцию. Вот как это все устроено. Но с течением времени, с возрастом у мужчин часто бывает ситуация какая? Эрекция произошла, при какой-то необходимости, там понравилась женщина, все, эрекция произошла, а потом там где-то 30 секунд, там, минуту, полторы минуты, то есть достаточно через небольшое время эрекция почему-то пропадает. Вот. То есть, соответственно, потенция снижается. От чего это зависит? Этим страдают очень многие пожилые мужчины, вот, и действительно мучаются, переживают по этому поводу, не понимая, что на самом деле эта проблема решается очень просто. Почему? Потому что на самом деле, то есть от чего зависит стойкость вот этой потенции? От простых вещей, от напряжения вот этих сфинктеров, которые задерживают кровь в кавернозных телах. Соответственно, если эти сфинктеры нормально крепко держат, проблем нет. Потенция хоть полчаса, хоть час будет, хоть 3 часа. Вот. Столько, сколько надо. Пока гормоны действуют, потенция будет сохраняться. Вот. А почему нарушается в возрасте? Банально по одной простой причине. Потому что ослабляются вот эти самые сфинктеры в кавернозных телах. Вот. Эти сфинктеры находятся как раз среди мышц промежности. И когда мы говорили, что с течением времени у нас накапливается напряжение в подвздошно-поясничной мышце, в мышцах промежности, в приводящих мышцах по внутренней поверхности ног, то это приводит к тому, что напряжение вот этих самых мышц промежности вызывает расслабление, относительное расслабление сфинктеров кавернозных тел. И тогда получается, вроде вот потенция произошла, вот оно все вроде, кровь находится в кавернозных телах, прилила туда, а какое-то время проходит, а сфинктеры слабые. И, соответственно, кровь венозная потихонечку начинает выходить и ослабляется потенция, ослабляется эрекция полового члена. Вот из-за чего все это происходит. Соответственно, для того, чтобы убрать этот неприятный для многих мужчин момент, нужно просто-напросто, всего-навсего расслабить мышцы промежности. Делается это, как я уже говорил, с помощью поперечного шпагата с переносом веса тела на живот. То есть животом ложитесь на живот, животом ложитесь на стол, вот, а ножки на полу растягиваете в разные стороны как можно шире. И 2 минутки полежать. Вот если несколько раз в день делать эту растяжку, то и эрекция у вас будет достаточно стойкая и не проблемная. Благодарю вас, всего доброго, успехов.
Дорогие друзья, я с радостью напоминаю вам, что у нас в школе здоровья открылся клуб школы здоровья, где мы буквально пошагово, за ручку вместе все проходим решение всех проблем с вашим здоровьем. Все просто, все делаем. За год мы пройдем, решим, разберем, проработаем все ваши проблемы. Поэтому тот, кто хочет подписаться на клуб школы здоровья, пожалуйста, переходите по этой ссылочке или по этой ссылочке. И мы всегда вместе с вами все отработаем. Приходите, будьте здоровы!